Иногда тяжело найти хорошее. Ультраэконом с качеством материалов премиум. В PUBG играть одно удовольствие. Анимация с телефонами Oppo и довольно приличная пиар-компания. В них очень приятно находиться, а за такую цену настолько стабильных датчиков приближения я еще не встречал. Но не все так хорошо, и по мне BBK с ними дали маху. Хотя, Tube593, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 5, за лайк, подписку и комментарий раз в месяц, остальные в описании к видео. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Oppo Enco W31, которые я тестировал неприлично долго, отчего в процессе ролика поймете, смешанные у меня по ним чувства. По пакингу никаких вопросов, цвет, блеск, красота, все как мы любим. Комплект стандартен, только я еще чехол заказал, хотя и зря. И причины здесь две. Первое, чехол ужасен, второе, пластик бокса топовый, не стоит прятать такую красоту. Внутри инструкция, наушники, кабель для зарядки и сменные амбушюры. Звуковод маленький, амбушюры маленькие. Для звучания это минус, для комфорта плюс. Я бы даже сказал, это не до затычки. Когда звуковод всего 2,5 мм в длину, это точно не про звук. И как вы понимаете, с кастомными амбушюрами в бокс это дело будет помещаться со скрипом, а точнее вообще не будет помещаться. Забудьте о своих спинфитах. Хорошо, что оригинальные амбушюры здесь отличного качества. Бокс круглый, матовый, пластик приятный. Одной рукой открыть можно, но сложно. Зарядка по кабелю Type-C, емкость 350 мАч, на 3 перезарядки хватает. Люфта у крышки практически нет. В кармане бокс удобен. От тряски наушники не вылетают из бокса. Бокс в форме пудреницы. Размер 58 мм в диаметре, на 18 мм в толщину. Внутри есть диод состояния и кнопка для первого сопряжения. Как только вы открываете крышку, после первого сопряжения ушки моментально подключаются к последнему сопряженному девайсу. Очень они шустрые. Защита от влаги и пыли, как и заглушки на входе, для зарядки у бокса нет. В продаже, кстати, есть 3 цвета. Вес бокса без наушников 41 грамм. Кроме как в Color OS, анимации нет нигде, и заряд бокса нигде точно не узнать. Только если у вас телефоны на Color OS. Наушники, как вы заметили, с ножкой. И это первый раз за 3 года и после 200 пар наушников, когда мне понадобились большие комплектные амбушюры. Вообще в этот момент я должен был бы сказать, уши заточены под их родную Color OS и все. Но это не совсем так. Плюшки, кроме анимации, работают в принципе везде и на всех телефонах. И вот что они могут. 4 часа работы на 50% громкости. Отрабатывают они без проблем при 3,5 часах заявленных. Bluetooth версии 5.0, никаких обрывов и глюков с Pixel 4, OnePlus 7T Pro и 11 Pro Max не было. Активного шумоподавления нет. Пассивное минимальное. Из-за того, что звуковод не особо длинный, в метро электричку вы слышать будете даже на максимальной громкости. Через 2 стены наушники ловят. Кодеки только AAC и SBC. Сенсор приближения на борту работает отлично. Вынули из уха, пауза, вставили обратно воспроизведение. Управление сенсорное, притом максимально убогое. Двойной тап по правому наушнику переключает на следующий трек, тройной активирует голосовой ассистент. Двойной тап по левому наушнику переключает режимы звука, сбалансированный и усиление басов. Также двойным тапом можно ответить на вызов и закончить его. Плюс, конечно же, можно вызывать ассистента. Но то, что нет перелистывания трека назад, изменение громкости, довольно серьезный фейл для таких габаритов. Никаких дополнительных приложений для гарнитуры не предусмотрено. Защита от влаги и пыли скромная, IP54. По одному наушники работают. Бинуральное подключение, а не через главный наушник. Вес одного наушника 3,9 грамма. Размеры вы видите сами. Форма очень комфортна для носки. Задержка в YouTube минимальна, как и в PUBG, без замечаний. Вот вам пример. Микрофоны для такого форм-фактора плохие, мне не понравились, но решать опять же вам. Вот пример микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo W31. Небольшой ветер, крупные машины проезжают мимо меня, вот примерно так вас будет слышать собеседник. Возможно, даже лучше, потому что говорю я не громко. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo Buds W31 в помещении. В помещении просто сумасшедшее эхо, потолки 3,6 метра и мало мебели.
Так что как отрабатывают микрофоны, вы сейчас можете слышать. Вот чуть лучше, наверное, будет у вас. По звуку мало, слишком мало. Играть можно, фильмы смотреть тоже, но меломану однозначно будет, как говорят, мало огня. Ушки обрезаны как на верхних, так и на нижних частотах. На максимальной громкости, конечно, шумов нет. Громкости в принципе хватает. Нет белого шума, но звучание безликое. Отвращение не вызывает, но вау-эффекта тоже. Нечего было до этого выпускать Vivo TVS и Bullets 2. Планка была бы ниже, и претензий к BBK бы не было. А так, для меня это не зачет. Цена $39 по ссылке в описании к видео. Продавцов море. Захотите и дешевле сможете найти. Только регионально не забудьте поменять, чтобы посмотреть отзывы. Там их уже под 300, и негатив есть тоже. Резюмирую. Своим подписчикам я эти наушники не советую. Товар за свою цену просто вау, кроме звука. Даже Redmi Q, пусть незначительно, но играют в каких-то моментах лучше. В режиме басов ушки качают неплохо, но без характера. Нет здесь такой глубины, которую ждешь от затычек. Если покупать до $40, мой ответ этим наушникам да. Но как большинство берет в своих регионах, дороже 40 однозначно нет. Следующий обзор будет на часы Скелетоны, если вам интересно. Пишите, как вам подобная идея. Подписывайтесь с лайком и участвуйте в розыгрышах. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.